Лукас Харпер, которому всего 3,5 года, и его 36-летняя мать Кэтрин жили одни в маленькой квартирке на окраине Чикаго с тех пор, как ребенок появился на свет. Его рождение означало начало и конец многих событий в жизни Кэтрин, поскольку как только она узнала, что забеременела, и приняла решение родить сына, несмотря на скудные экономические ресурсы, которыми они располагали, ее муж и отец ребенка решили отказаться от них обоих, даже не попрощавшись. С этого момента и после рождения сына Лукаса, находясь в обществе только своего отца, дедушки мальчика, Кэтрин пришлось столкнуться с суровой реальностью – быть матерью-одиночкой в обществе, построенном на семейной жизни и брачных узах. Чикаго для многих – это место мечты, город, полный очарования и туристических достопримечательностей, на которые можно потратить время и деньги во время отпуска. Для Кэтрин это было самое одинокое и тяжелое место на планете. Каждый день она боролась за то, чтобы выжить и вырастить сына в одиночку. Было бы легче, если бы она нашла кого-то, с кем можно было бы наладить свою жизнь. Ребенку нужны мать и отец. Кэтрин, что ты собираешься делать, когда Лукас начнет расспрашивать о своем отце? Как только он пойдет в школу, он поймет, что в его жизни что-то не так. Он поймет, что у других детей есть семья, а у него нет. Когда Лукас был еще ребенком, отец не раз сурово отчитывал ее. У Лукаса уже есть семья. У него есть я, и ему больше никто не нужен. Она яростно защищалась, уладила этот вопрос и продолжила жить своей жизнью. С этой решимостью в течение первых 3 лет, после того, как Кэтрин стала матерью, она изо всех сил старалась сдержать свое обещание, обеспечить своему сыну хорошую жизнь и снискать расположение в обществе, где мать-одиночка считается недостатком системы, которого никогда не должно было существовать. Это было нелегко, но в конце концов ей удалось найти постоянную работу по уборке в старших классах по утрам, что позволило ей оплачивать аренду скромной квартиры в пригороде и заботиться о Лукасе, не полагаясь на помощь других. Лукас оказался таким добрым и умным, о каком мечтала его мать, скрашивая ее одиночество и трудности, которые ей приходилось переносить, и наполняя все грустные моменты любовью и улыбками. Их жизнь не была идеальной, и было много дней, когда Кэтрин приходила домой с работы такой уставшей, что едва могла играть с сыном и наслаждаться его обществом. Но, по-своему, они были счастливы. К сожалению, спокойствие этой матери и ее драгоценного 3-летнего сына вскоре было нарушено неожиданным событием. Мать Лукаса каждый день работала уборщицей в старой средней школе на окраине Чикаго. Школа находилась примерно в 20 минутах ходьбы от ее квартиры, что позволяло ей добираться на работу без необходимости пользоваться автомобилем или общественным транспортом. А поскольку это было совсем рядом с детским садом Лукаса, у нее было время отвезти его туда и забрать с работы. Маленькому Лукасу нравилось, когда мама брала его на руки, и они вместе пели песни по дороге домой. Для его матери эти моменты, проведенные вместе, были самым ценным, что у нее было, и придавали смысл всем плохим временам в прошлом. Дорога домой была для нее особенным моментом. Какой бы уставшей Кэтрин ни была на работе, она всегда находила в себе силы улыбнуться своему маленькому сыну и спеть с ним все песни, которые они знали. Но однажды что-то изменилось, и Кэтрин не смогла найти в себе сил петь или бежать рука об руку с сыном по дороге домой. Лукас ждал ее у дверей детского сада, улыбаясь и испытывая нетерпение броситься в объятия матери. Однако мальчику не потребовалось много времени, чтобы понять, что что-то не так. Ему достаточно было посмотреть в глаза матери, чтобы понять это. Мальчик отпустил руку учительницы и побежал навстречу матери. Лукас, как всегда, протянул руки, чтобы мама взяла его за локоть. Но его мать не пошевелилась и только слабо улыбнулась сыну. «Сегодня мама не сможет поиграть с тобой, милый. Я немного устала. Ты простишь меня?»
«Уверена, завтра я буду чувствовать себя лучше, и мы сможем поиграть», — заверила сына Кэтрин. Лукас посмотрел на нее, нахмурившись, и слегка кивнул, хотя в глубине души он не мог отделаться от ощущения, что его мать что-то скрывает от него. Страх, неведомый ему до тех пор, начал овладевать маленьким 3-летним ребенком. В тот день они возвращались домой молча и шли медленным шагом. Это был первый раз, когда Лукас не пришел домой, напевая, и не подбежал к двери своего дома, сгорая от нетерпения броситься к холодильнику и съесть бутерброды с арахисовым маслом, которые Кэтрин всегда оставляла для него на закуску. Мальчик надеялся, что когда он вернется домой и немного отдохнет, к его матери вернутся силы, и она станет более жизнерадостной. Но этого не произошло. Открыв холодильник, Лукас с удивлением обнаружил, что он почти пуст, а сэндвич с арахисовым маслом так и не приготовлен. «Я забыла сходить за продуктами, дорогой. Сегодня тебе придется довольствоваться фруктами. Завтра я пойду и куплю тебе что-нибудь перекусить. Я обещаю. Сейчас маме нужно немного поспать. Потом мы поиграем, хорошо?» — слабым голосом заверила его мать. Мальчик кивнул и молча съел яблоко, читая одну из детских сказок, разложенных на столе. Мама обычно читала ему их после перекуса или перед сном, но в тот день у Кэтрин не было сил играть с сыном, и она даже не встала в обеденное время, чтобы приготовить ужин. Лукас заглянул к ней в спальню, чтобы проверить, как она, но не решился ее разбудить. Женщина выглядела очень измученной, и он позволил ей поспать, несмотря на то, что она была голодна. В ту ночь Лукас лег спать без ужина, и из-за урчания в животе он с трудом мог заснуть. Но чувство голода мальчика было ничто по сравнению с беспокойством, которое он испытывал за состояние здоровья своей матери. К сожалению, на следующий день ситуация не улучшилась. Совсем наоборот. Лукас проснулся рано, он был голоден и побежал в комнату матери, чтобы разбудить ее и попросить принести завтрак. В комнате было совершенно темно, что встревожило мальчика, так как его мать всегда держала окна открытыми, и дом был хорошо освещен. Такая темнота не была хорошим знаком. Но настораживало не только это. Приблизившись к матери, Лукас почувствовал очень сильный запах, который не смог определить. Это был запах гнили, который заставил маленького мальчика в страхе отпрянуть. Он стоял перед кроватью своей матери, решая, что делать. «Мамочка, ты не спишь?» Он позвал ее дрожащим голосом. Ответа не было. Кэтрин лежала спиной к двери, поэтому сын не мог видеть ее лица и понять, проснулась она или спит. «Мамочка, мамочка, я хочу есть! Мама, пожалуйста, проснись!» Мальчик снова закричал, на этот раз очень испуганно. Ситуация начала его одолевать, и страх, который он испытывал из-за того, что не получил ответа от матери, начал овладевать им. Кэтрин продолжала не двигаться с места. В комнате по-прежнему было тихо и совершенно темно. Наконец, Лукас в отчаянии подбежал к окнам и раздвинул жалюзи, чтобы впустить свет и увидеть лицо своей матери. Но то, что увидел мальчик, когда обернулся и проверил, спит ли еще его мать, лишило его дара речи. Обернувшись, Лукас увидел, что его мать лежит на кровати, но ее поза была странной. Ее глаза были закрыты, но рот слегка приоткрыт, что придавало ей довольно зловещий вид. А рядом с ней была лужица рвоты темного цвета. Цвет пятна очень напугал мальчика. Оно было ярко-красным. «Мама, что с тобой? Проснись, мамочка! Ты меня слышишь?» — закричал Лукас, забираясь на кровать и тряся мать за плечо. Но Кэтрин, казалось, не слышала отчаянного крика своего сына. На самом деле Кэтрин была в состоянии полубессознательности,
из которого, казалось, никто не мог ее вывести. Лукас продолжал звать свою мать еще несколько минут, но вскоре понял, что его мать не собирается просыпаться и что ему нужно срочно обратиться за помощью. Мальчик начал нервно расхаживать по комнате, пытаясь вспомнить, что ему говорили в детском саду, о том, что делать, если он остался один и почувствовал опасность. Учитель назвал номер телефона экстренной помощи, по которому он мог напрямую связаться со скорой помощью и полицией, но мальчик так нервничал и был напуган, глядя на свою мать, которая лежала на кровати без сознания, что не смог вспомнить. Там было 3 цифры, и он был уверен, что первой была 9, но ему не хватало 2 других цифр, и он их не помнил. «Черт возьми! Мамочка, пожалуйста, помоги мне! Проснись и помоги мне, мамочка!» — закричал безутешный ребенок, дергая мать за руку. Сцена была душераздирающей. Лукас плакал и кричал рядом со своей матерью, которая все еще была без сознания, в позе, которая придавала ей вид сломанной куклы. Но, взглянув на лицо матери, Лукас вспомнил и побежал в гостиную. Там он начал рыться в верхнем ящике старого комода, на котором стоял телефон. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти то, что он искал – старую телефонную книгу. Вот он. «Номер службы экстренной помощи 911», – сказал охваченный эйфорией мальчик и побежал набирать номер на телефоне. На другом конце провода ответил голос молодой женщины. Ее звали Элиза. «Меня зовут Элиза. Чем я могу вам помочь?» – спокойно произнес голос. Лукас не знал, что сказать. Несколько мгновений он молчал и, наконец, закричал. «Моя мама больна! Она не хочет просыпаться! Вы должны помочь ей, пожалуйста, мисс!» – прокричал мальчик в трубку. Оператор скорой помощи понял, что разговаривает маленький мальчик, и поспешил спросить его, есть ли с ним еще кто-нибудь дома. «Нет, здесь только моя мама и я. Мы всегда одни. Но сегодня моя мама не проснулась, и вчера она тоже плохо себя чувствовала. Пожалуйста, я не знаю, что с ней не так. Помогите ей!» Снова взмолился Лукас, на этот раз в слезах. «Полегче, малыш. Скажи мне, как тебя зовут и где ты живешь, и мы сможем помочь твоей маме», — очень нервно произнесла телефонистка. Лукас торопливо назвал ей свое имя и адрес. Его голос дрожал, и он продолжал плакать, из-за чего было очень трудно разобрать, что он говорит. К счастью, оператор Элиза смогла расшифровать слова мальчика и быстро вычислила район, где жили Лукас и его мать. «Хорошо, Лукас. Теперь ты должен быть очень смелым и продолжать разговаривать со мной по телефону, пока мы ждем прибытия помощи к тебе домой. Мне нужно все время знать, как у вас с мамой дела. Понял?» – мягко спросила его Элиза, пытаясь успокоить маленького мальчика, который продолжал всхлипывать в трубку. «Я никуда не уйду, мисс. Я бы никогда не оставила свою маму одну. Она была очень грустной и уставшей. Вы знаете, почему она не просыпается? Она спит со вчерашнего дня. Вы тоже так много спите, когда устаете?» – невинно спросил мальчик. Элиза была на грани слез и не знала, как ответить на этот вопрос, не причинив ребенку страданий. Было очевидно, что у его матери во сне произошла остановка сердца, или, возможно, она была каким-то образом отравлена. Они не узнают, пока врачи не осмотрят ее. Но им нужно было поторопиться, если они хотели, чтобы у них был хоть какой-то шанс спасти ее жизнь. «С твоей мамой все будет в порядке, Лукас. Я уверена, что так и будет. Скорая приедет не раньше, чем через 10 минут. Ты продолжаешь разговаривать со мной. Очень важно, чтобы мы не теряли связи», — сказала ему Элиза, прекрасно понимая, что обещает ребенку то, чего ни она, ни кто-либо другой не мог бы дать, не убедившись сначала в состоянии здоровья его матери. Но ситуация для Лукаса и экстренных служб становилась все сложнее. Машины скорой помощи были на пути к дому Кэтрин и ее сына. Они ехали так быстро, как только позволяли городские пробки, но дом Лукаса находился далеко от центра города, и начался сильный дождь, из-за чего передвигаться стало еще труднее.
Они в 5 минутах езды от тебя, дорогой. Подожди еще немного. Твоя мама все еще спит?» — спросила Элиза мальчика, очень встревоженная, потому что Лукас молчал больше 2 минут. «Лукас, ты меня слышишь?» — повторила Элиза на этот раз громко. Наступила минута молчания, после которой снова послышался голос мальчика, но уже почти неслышимый. Лукас говорил шепотом и тяжело дышал. «Мисс, мне больно. Я не знаю, что со мной не так. Я хочу спать», — с трудом выговорил Лукас. У Элизы остановилось сердце, когда она услышала, в каком состоянии находится мальчик. Она бросилась к нему, чтобы спросить, что случилось, и умоляла его продолжать разговаривать с ней и не засыпать. «Лукас, послушай меня. Продолжай говорить со мной, пожалуйста. Что с тобой не так? Какие у тебя симптомы?» — спросила она его на грани истерики. «Я очень хочу спать, и у меня болит живот. Кажется, меня сейчас вырвет. Я не знаю. Все кружится», — прошептал мальчик. Было очевидно, что ему становится все труднее дышать, и что он может потерять сознание в любой момент. Выслушав симптомы мальчика и проанализировав состояние, в котором находилась его мать в течение нескольких часов, Элиза быстро пришла к выводу. Лукас и его мать страдали от последствий какого-то отравления или интоксикации. Но как они могли быть отравлены? Выяснение источника яда стало бы ключом к спасению жизни матери и ребенка. Но скорая помощь еще не прибыла к дому, а ребенок был на грани обморока. Лукас продолжал бормотать еще несколько минут, но времени у них было в обрез. С каждой минутой, проведенной без медицинской помощи, их шансы на выживание резко уменьшались. Элиза услышала приглушенный стук, когда телефон упал на пол, а затем наступила тишина. Лукас только что потерял сознание и заснул на полу рядом со своей матерью, которая находилась в таком же состоянии уже несколько часов. «Лукас, ты меня слышишь? Лукас!» — кричала оператор в трубку. Но это было бесполезно. Мальчик крепко спал на ковре и не слышал ни того, что она, ни кто-либо другой ему говорили. Это сильно усложняет ситуацию. «О, Боже!» — выругалась про себя оператор, спеша связаться со службой скорой помощи, которая вот-вот должна была подъехать к двери квартиры Кэтрин Харпер. «Выломайте дверь, чтобы попасть в квартиру. Ребенок только что потерял сознание. Времени нет. Выламывайте дверь. Другого способа проникнуть в квартиру нет», — крикнула Элиза операторам скорой помощи, которые уже поднимались по лестнице здания. У медицинских работников не было необходимых инструментов, чтобы взломать дверь квартиры, поэтому им пришлось ждать прибытия полиции еще 10 минут. Минуты продолжали идти, и пока полицейские стучали в дверь, чтобы войти, Лукас и его мать все еще были без сознания, ожидая чуда, которое могло бы спасти их от этого кошмара. 1 удар, 2 удара, 3 удара, бах! Входная дверь упала, сотрясая фундамент здания, и парамедики и полиция ворвались в квартиру в поисках мальчика и его матери. Медицинские услуги были разделены, и в то время как 2 врача ухаживали за Кэтрин, 2 других заботились о ребенке. Хуже всего пришлось Кэтрин, которая проспала более 8 часов. Они поспешили положить ее на носилки и начали оказывать ей первую помощь. Лукас был без сознания всего несколько минут. Но первое, на что обратили внимание врачи, когда осмотрели его, был странный синюшный цвет его губ и небольшая лужица рвоты рядом с лицом. У матери также была рвота, и она спала рядом с большой и вызывающей тревогу красноватой лужей. Лукас выглядел иначе и был совсем маленьким. Однако в обоих случаях это был явный симптом отравления или интоксикации. Пульс Лукаса был слабым, как и у Кэтрин, но он быстро отреагировал на лечение. Как только его доставили в больницу, он начал приходить в себя. Кэтрин, с другой стороны, была помещена в отделение интенсивной терапии, где проводились всевозможные анализы, чтобы выяснить, что их отравило. Однако улики, которые могли бы раскрыть всю тайну,
были найдены не в теле кого-либо из них, а в их доме, точнее в водопроводе. Полицейские обследовали каждый уголок дома в поисках источника яда, но ничего не нашли ни в еде, ни в продуктах, которые они употребляли каждый день. Их удивило, когда они узнали, что на той же неделе двое других соседей, проживающих в том же здании, обратились к врачу с симптомами, похожими на те, что были у Кэтрин и ее сына. Этот факт изменил ход расследования, и они нашли общий язык со всеми соседями по зданию, с водой. Войдя на кухню в доме Кэтрин, полицейские почувствовали странный запах, очень похожий на тот, что ощущался в комнате матери, когда спасатели пришли ей на помощь. Это был запах свинца, который в небольших дозах практически неощутим. После того, как он накапливается, он приобретает очень тонкий сладкий запах, который легко спутать с другими ароматами. Как только они провели более тщательное расследование, то обнаружили, что водопровод был в плохом состоянии, и в системе здания была небольшая утечка, через которую вода поступала ко всем соседям, хотя те, кто жил на первых этажах и ближе к земле, были более уязвимы, и именно у них проявлялись симптомы. Кэтрин и Лукас жили на первом этаже, так как были ближе всех к месту утечки свинца, из-за чего они быстро заболели, а мать оказалась в более тяжелом состоянии. Как только была установлена причина отравления, врачи приступили к лечению, которое должно было нейтрализовать все его последствия. Лукас быстро пришел в себя и через пару дней оправился от воздействия свинца. Его матери потребовалась неделя интенсивного лечения, поскольку уровень свинца в ее крови был очень высоким и затронул несколько жизненно важных органов, хотя ее жизни ничего не угрожало. Ей нужен был только отдых и лекарства, после чего она смогла бы вернуться к своей обычной жизни. После выписки из больницы и долгих размышлений, Кэтрин с помощью других соседей согласилась подать в суд на владельцев здания за антисанитарные условия, в которых они арендовали свои дома, поскольку это представляло опасность для жизни их жильцов. Судебный процесс был успешным, и на деньги, которые они выиграли в качестве компенсации, мать и сын смогли купить небольшой дом в хорошем районе Чикаго, начав таким образом новую жизнь, полную света и надежды для них обоих.